12 октября в Институте гидробиологии Национальной академии наук Украины прошла первая часть технического семинара на тему «Водоем-охладитель Чернобыльской атомной электростанции на стадии вывода из эксплуатации. Экосистемные и радиологические исследования». В семинаре приняли участие представители Института гидробиологии, Международного агентства по атомной энергии, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Госинспекции ядерного регулирования Украины, Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Украины, Институтов проблемы безопасности атомных электростанций, геологических наук, проблем математических машин и систем, водных проблем и мелиорации, Института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы, Японского университета Цукубы, Научно-исследовательского института радиационной защиты, Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, сотрудники ГСП «Экоцентра» и ГСП ЧС. С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель генерального директора Института гидробиологии и заместитель генерального директора ГСП ЧС. Прудоохладитель – это уникальный объект, а для нас это часть нашей площадки и один из пунктов одно из наших заданий. Этот, да, для Украины уникальный объект, и он много исследовался, составлялись программы различные, делались технико-экономические обоснования для того, чтобы начать работу по выводу этого пруда из эксплуатации. И вот теперь эти работы уже подходят к концу, и нам показалось, что будет хорошим и очень нужным шагом собраться всем вместе, обсудить, как это проходит, обсудить результаты, может быть, где-то даже и скорректировать планы дальнейшие. Но в целом это все равно, я думаю, что нашим совместным, скажем так, трудом, нашими совместными идеями мы сделаем так, что этот процесс может идти более безопасно и экологично. Основные презентации по выводу водоема-охладителя из эксплуатации представили специалисты отдела снятия с эксплуатации ГСП ЧС Федор Ланских, Вадим Лебедев и начальник лаборатории цеха радиационной безопасности Валентина Дубас. Затем последовали доклады о динамике качества водной среды и радионуклидном загрязнении компонентов экосистемы водоема-охладителя, динамических процессах перераспределения радионуклидов в системе водоема-охладителя вследствие снижения уровня воды, динамики физико-химических форм и распределения радионуклидов в донных отложениях пруда-охладителя, сравнение прогнозируемых и реальных мощностей доз внешнего облучения на осушенных территориях водоема-охладителя ЧАЭС. Ну, как раз о этих картах и говорилось, прогнозных МЭТ, которые были сделаны в 2010 году, где вот уровень был больше 14 и больше 7 приведен. Расчеты МЭТ делались на основании карт по плотности загрязнения донных отложений. И первый консервативный расчет был для поверхностного загрязнения, когда источник на поверхности. Разумеется, это очень завышенные данные. А второе, вот эта карта, она делалась для случая, когда вся активность сосредоточена в верхнем 5-сантиметровом слое. И вот наиболее, ну здесь плохо видно, то есть наиболее вот эти участки с максимальной активностью, на них наиболее интенсивно сейчас растет ион. То есть они зарастают очень бурно и очень интенсивно. А вот эта вот северная часть, вот это вот наиболее грязная, вот этот кусок, но здесь очень большие уже деревья, они высотой там до 3 метров, и пройдет еще несколько лет, там пройти невозможно будет через этот ивняк, который растет. Кроме того, все это зарастает березой, вот посадки березы, и уже появились, и есть сосна уже на этих участках. То есть идут процессы сукцессии естественные. Дальше можно? Ну вот мы об этом и говорили, что пруд будет зарастать достаточно быстро, и проблем здесь не будет с обнаженными участками, с вторичным ветровым переносом. Вот, хотя Институт ботаники говорил о том, что будут открытые песчаные участки, это будет проблема для ресуспенсии вторичного ветрового переноса. Мы говорили, что этого не будет, потому что в 2001 году был уменьшен уровень воды на левобережной пойме и обнажились озера. Вот это вот 2001 год, озера обнаженные, и мы здесь изучали тогда вторичный перенос после осушения вот этих донных отложений. Это озеро около моста через Припять. Следующее можно?
Вот так вот это уже выглядело в 2010 году. Здесь трава и кусты. Все это заросло, никакого песка, ничего уже не было. А вот это в этом году, 2017 год, здесь уже растут деревья, та же самая трава. И, разумеется, никакой опасности, в общем, такой большой вторичной нет. А вот это случай экстремальной ситуации, то есть полевой бури, когда в течение 3 дней скорость ветра 15 метров. Это очень консервативная оценка. И здесь максимальная концентрация, но я говорю, что это не в Чернобыле, а максимальная концентрация на границе пруда охладителя. Они достигали значений 2 на 10 минус 2 беккереля на метр кубический. И в реальных условиях, без пруда охладителя, всплески, такие концентрации во время лесных пожаров, во время полевых бурь, они наблюдались. Поэтому, в общем-то, какого-то существенного влияния на увеличение концентрации ожидать не приходится, что и показали измерения, которые проводятся на постах АСКРО вокруг станции, что изменения не произошло. Концентрация, наоборот, уменьшилась после накрытия, то есть создания НБК. Если говорить с точки зрения радиационной опасности, вот процесса осушения пруда охладителя, с точки зрения влияния радиационного на персонал и на население, за счет ингаляционного поступления радионуклидов, за счет загрязнения поверхностных вод, оно, в общем-то, совершенно мизерно и несравнимо с теми, в общем-то, дозовыми нагрузками, радиационным воздействием, которое осуществляет население за пределами Чернобыльской зоны отчуждения в той же самой Ровенской области. Далее были заслушаны доклады о различных биологических процессах на этапах измерения уровня воды в пруде-охладителе, характеристики растительного покрова и животных на территории осушенного дна водоема-охладителя, а также влияние вывода пруда-охладителя на радиоэкологичные условия в грунтовых водах промплощадки ГСП ЧС. Мы проводим исследования радиоактивного загрязнения подземных вод на промплощадке, в частности в районе объекта укрытия. И также проводим оценку химического загрязнения подземных вод. И иногда, если это нужно, мы проводим прогнозы изменения радиоэкологических условий. Никаких негативных последствий вывода пруда охладителя из эксплуатации на уровень режим, на радиоактивное загрязнение промплощадки не оказывается. Наоборот, только позитивные изменения. Прекращена, возможность поступления грунтовых вод в помещение морзала и блока ВСРУ. После обширного доклада представителей международного проекта «САТРАС» и зачитанного консультантом МАГАТЭ проекта оценки влияния на окружающую среду осушения водоема-охладителя в качестве основы для планирования снятия с эксплуатации и обновления территорий, можно сделать первые выводы. А именно, снижение уровня воды в водоеме соответствует прогнозам сценария для засушливых лет с малым количеством осадков. Второе. Снижение уровня воды в водоеме привело к перераспределению направления движения и понижению уровня грунтовых вод на промышленной площадке ЧС. На большей части осушенных территорий 2 года наблюдается развитие густой растительности. Исключение составляют только полоса с намытым песком по периметру водоема шириной порядка 30-100 метров. Прогнозы в отношении заморозных явлений и резкого ухудшения качества водной среды при нерегулируемом снижении уровня воды в первые 2 года не подтвердились. Однако в летний период 2017 года в водоеме наблюдалась нестабильная экологическая ситуация в отношении формирования качества водной среды. На большей части обследованных осушенных участков водоема максимальные значения не превышают 5 микрозивертов в час и находятся в пределах 2 микрозивертов в час. Исключение составляют отдельные участки в северной части водоема. Значение объемной активности цезия и стронция в приземном слое ниже значений, которые регистрировались до начала снижения уровня воды. Дополнительное прогнозируемое увеличение не наблюдается. Исходя из того, что при разработке ТЭО была заложена излишняя консервативность, как видно из результатов наблюдений при выводе из эксплуатации водоема-охладителя, большая часть оценок и прогнозов не подтверждается или подтверждается частично. 13 октября участники семинара посетили промышленную площадку ГСП ЧС, где на месте детально ознакомились с текущим состоянием водоема-охладителя.
Из заключительной части технического семинара по результатам радиационного мониторинга стоит отметить, что при осушении территории водоема-охладителя отсутствует ухудшение радиационного состояния на прилегающих территориях. По результатам гидробиологических наблюдений отмечено отсутствие нарушения санитарно-экологического состояния. Напомним, что работы по снятию с эксплуатации водоема-охладителя будут завершены при достижении критериев, установленных в ТЭО, через полгода при нормальных метеоусловиях или через 1 год при засушливых условиях. На Чернобыльской атомной электростанции в 2018 году запланированы работы по мониторингу радиационно-экологического состояния водоема-охладителя. Необходимость проведения мониторинга в последующие годы будет определяться исходя из полученных результатов. По итогам семинара будет составлен отчет.